Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. И сегодня в ролике я хочу рассказать о регистрации бизнесов. На самом деле существует три вида бизнесов, три вида регистрации. Это ОСАК ПАТУР, ОСАК МУРШЕ и компания с ограниченной ответственностью. И в сегодняшнем ролике я буду говорить о преимуществах и недостатках ОСАК ПАТУР. В следующих роликах я расскажу о ОСАК МУРШЕ и компании с ограниченной ответственностью. Прежде всего, что такое ОСАК ПАТУР? ОСАК ПАТУР – это регистрация бизнеса, когда оборот до 100 тысяч шекелей в год, и ряд специальностей не может быть ОСАК ПАТУР. Это как инженеры, аудиторы, врачи и другие специальности. Значит, как правило, то есть это специальности, которые называются свободными специальностями. Вот, то есть есть определенный перечень специальностей, то есть которые не могут быть ОСАК ПАТУР. В чем очень большое преимущество ОСАК ПАТУРа? Это прежде всего 17% НДС. То есть ОСАК ПАТУР не должен платить 17% НДС, и, значит, соответственно, это недостаток, что он не может также списывать НДС. То есть это очень важно для бизнесов, которые работают с конечным клиентом, то есть не с бизнесами. Например, бизнесы типа инсталляторов, коучев, кулинаров, то есть они работают на конечного клиента, то есть им вот эти 17% очень и очень важны. То есть это первое преимущество, которое очень большое преимущество, естественно. И второе преимущество – то, что бухгалтерия и стоимость бухгалтерии и подачи отчетов, то есть у ОСАК ПАТУРа дешевле, намного дешевле, чем у ОСАК МУРШЕ, и уж намного дешевле, чем, естественно, с компанией ограниченной ответственностью. Какие недостатки у ОСАК ПАТУР? Все зависит от того, с кем и как вы работаете. То есть, если, предположим, бизнес работает не с конечными клиентами, а с бизнесом, то, в принципе, бизнесу все равно получить кабалу, скажем, на 1000 шекелей или хешбонит на 1000 шекелей плюс мам. То есть, это для него одно и то же. С другой стороны, вы можете списать НДС. Второй момент, то есть если вы работаете с экспортом, значит, экспорт вы не должны платить мам, но вы можете списывать мам. Третий момент, то есть если вам важен имидж, например, как маркетологам, то есть важен имидж. Понятно, что имидж у ОСАК ПАТУР это проблематично, потому что идет речь об очень маленьком бизнесе, это понимают. И, скажем, бизнес, который хочет участвовать в тендерах государственных организаций, ему не стоит регистрироваться как ОСАК ПАТУР, потому что ОСАК ПАТУР практически не рассматривается как серьезный бизнес, и в этом случае, соответственно, у него это недостаток, то есть его не будут принимать во внимание в тендере, как он будет участвовать. То есть, поэтому очень важно, прежде чем вы регистрируете бизнес, проверить это со специалистом, потому что многие регистрируются как ОСКИМ ПТУРИМ, на самом деле далеко не всем это быть выгодно. Вот, в своих следующих роликах я поговорю о преимуществах и недостатках ОСАК МУРШЕ и компании с ограниченной ответственностью. Всего вам доброго, ставьте лайки, пишите, пожалуйста, комментарии. С вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Всего доброго, шаббат шалом.